Добрый день. I want to thank you. I want to thank you for your prayers Я хотел поблагодарить вас за ваши молитвы, because the source of all of our understanding and knowledge потому что источник всего нашего понимания и знания is from God Himself, происходит от Бога. and He might have revealed it in His written word, И Он мог отобразить это в своем письменном слове. or He might have revealed it to us through His creation. Или Он мог отобразить это нам через свое творение. And as part of His creation that we're examining И часть Его творения, которое мы изучаем this week, на этой неделе, is human nature. это человеческая природа. So we are looking into God's book of creation И поэтому мы смотрим на Божью книгу творения, to learn about ourselves, для того, чтобы изучать что-то о нас самих, also in order to learn about Him better. также с целью, чтобы понять лучше Господа. Along with that understanding that God does things with a reason, Вместе с этим пониманием, что Господь делает разные вещи по причине, по какой-то, and with a purpose, и с целью, we do things for a purpose as well. мы делаем тоже то, что мы делаем, с определенными целями. This morning we had a purpose of going on a journey and arriving here. Этим утром у каждого из нас была цель проехать определенный путь и приехать сюда. Some of us were pleasing people on purpose yesterday. А некоторые из нас специально стремились к тому, чтобы угождать людям вчера. We had a design and a plan. У нас был план. But other things in our lives we do on purpose as well, for a purpose. Но другие вещи в жизни мы тоже делаем с определенными целями. And one of those things is our emotions. И одна из этих вещей — это наши эмоции. Often we feel, I think, or we believe that our emotions simply overwhelm us. Часто мы верим или мы чувствуем, что наши эмоции являются для нас чрезмерными. Like the feeling of shame, for instance. Например, как чувство стыда. The redness seems to just come from beneath and go up us and break out all over. Когда мы начинаем краснеть, то эта краснота, кажется, что она приходит прямо откуда-то снизу и покрывает нас полностью, целиком. When we become embarrassed or we're ashamed. Когда нам стыдно или когда мы стесняемся чего-то, стыдимся. But Alfred Adler believed that emotions are purposeful. Альфред Адлер верил, что эмоции тоже имеют в своей основе определенные цели. And that our emotions are not automatic. И что наши эмоции не возникают автоматически. Or simply caused by external forces that happen to us. И не являются чем-то, что вызвали какие-то внешние силы, сделав это с нами. He believed that our emotions are expressions of our own desires and purposes in life. Альфред Адлер верил, что наши эмоции являются выражениями наших собственных желаний и целей в жизни. In this way, in a sense, we are like God. Таким образом, в определенной степени мы подобны Богу. God has emotions too. У Бога тоже есть эмоции. He has the emotion of pleasure. У него есть эмоции удовольствия. He has the emotion of course we know anger and wrath. Мы знаем, что Бог может злиться, может гневаться. He is jealous sometimes. Может даже ревновать. God is compassionate. Он сочувствует. But we have emotions, something like God does. У нас есть эмоции, которые чем-то подобны тем эмоциям, которые есть у Бога. Some of us may have been involved in anger management training or anger management therapy. Кто-то из вас мог уже проходить тренинги по управлению гневом и терапию, направленную на управление гневом. Help people controlling their anger. Которая направлена на то, чтобы помогать людям лучше контролировать их гнев. And often in the West, the judge in a court will sentence a person to anger management classes.
Часто на Западе судьи выносят приговоры, которые включают в себя необходимость для человека проходить обучение по управлению гневом. So they can, as the judge says, get their anger under control. Для того, чтобы эти люди могли обрести контроль над своим гневом. Now, there's a couple of authors, Yokelson and Samenow. Есть авторы, фамилии которых Йокелсон и Сэмноу. One of them, Yokelson, has written a book called Inside the Criminal Mind. Йокелсон написал книгу, которая называется «В середине криминального разума». And he believes that criminals' anger is not out of control. И он верит, что злость, которую испытывают преступники, не является чем-то, что находится вне контроля. He said that criminals control their behavior, control their anger. Он говорит, что преступники контролируют их злость For a purpose. с целью. And the purpose is to get what they want. И цель заключается в том, чтобы они получали то, к чему они стремятся, то, что они хотят. They have learned from their environment that sometimes crime does pay. Crime does pay. They get what they want. Yeah. Они из той среды, откуда они происходят, они усвоили, что в некоторых случаях за преступление они получают то, что они хотят, то, к чему они стремятся. And that violence is an answer to our problems. И они усвоили, что насилие является ответом на проблемы. And you can get what you want by pushing people around. И ты можешь получить то, что ты хочешь, толкая людей туда, куда And ты хочешь. especially by intimidating people. В особенности причиняя людям боль. And so they will display anger, И они демонстрируют злость, maybe in angry sounding music, возможно, слушают злую музыку, которая звучит со злобой, or in the way people dress. или одеваются таким образом, что по их одежде можно понять, что они злятся. Anything that would say to other people, do what I want, or I'm going to hurt you. Они любым образом могут сообщать другим людям: делайте то, что я хочу, или я причиню вам боль. One of my clients came from a background in crime and in gangs. Один из моих клиентов, в его прошлом был криминальный опыт и участие в криминальных бандах. And he said that he was working with young people that were beginning to get involved in gangs. Like learning? Yeah, they were learning to be gangsters. They had been starting to get into gangs, and he was trying to help them get out. To get out. И вот на данном этапе, когда он обратился, он работал с людьми, которые начинали вступать в банды, и его цель была помочь этим молодым людям избежать этого, выйти из этих банд. And so when I said, "Oh, these young men are angry," и когда я сказал: эти молодые люди злятся, he said, "No, they're afraid." Он сказал: нет, они боятся. So that the anger is really defending against being afraid. И их злость — это именно защита от страха. So they act as if they're angry in order to be safe. И они ведут себя так, как будто они очень злые для того, чтобы быть в безопасности. So we can use anger Чувствовать безопасность. to get what we want. Мы можем использовать злость для того, чтобы получать то, что мы хотим. We might make other people afraid. Мы можем делать так, чтобы другие люди боялись. We might intimidate them. Мы можем причинять им боль. Or we might punish them Или мы можем их наказывать. when we don't get when they don't give us what we want. Когда они не дают нам то, чего мы хотим. So, and by the way, I think some people believe that criminals cannot learn. И я также знаю, что некоторые люди верят, что преступники не могут чему-то учиться. But Yokelson and Samenow said, no, criminals can learn to act better. Но Йокелсон и Сэмноу сказали, что нет, преступники могут обучиться тому, как вести себя лучше. And to care what other people think. И заботиться о том, что думают другие люди. And actually to help other people. И помогать другим людям. Now, I like to talk about useful and useless emotions.
Я хочу поговорить о полезных и о бесполезных эмоциях. And what I would say is that emotions, if emotions have a purpose, И чтобы я сказал, что если у эмоций есть определенная направленность, цель, then what is the purpose? какова же их цель? And sometimes our acting out our emotions Иногда, когда мы что-то отыгрываем, когда мы проявляем эмоции, are not achieving the purpose. это не всегда приводит к той цели, которую мы перед собой ставим. And so those emotions are wasted. И эти эмоции, получается, зря проявлены. All the energy and trouble and pain is worthless. И тогда энергия, которую мы потратили, сложности, которые в результате возникли, боль, через которую проходим мы или другие люди, это происходит все зря. Now there are emotions that we should not act out. Есть эмоции, которые нам не нужно отыгрывать. In Exodus chapter 20, в книге Исход, глава 20, the 10th commandment, number 10. 10-я заповедь. What is it? В чем суть 10-й заповеди? Не завидуй. Don't be jealous. Right. Don't want what other people have, right? Не стремитесь, не желайте того, что есть у твоего ближнего. And even though I might want something that someone else has, I should not act on that. Даже если я могу хотеть то, чем обладает другой человек, я не должен вести себя, я не должен это проявлять в своем поведении. Actually, according to the Word of God, I should not even want what other people Но в have. соответствии с Божьим Словом, я даже должен не хотеть того, чем обладают другие люди. As he says, the wife, the manservant, the female servant, or the animal that belongs to my neighbor. Например, то, чем обладает, например, жена, слуга или чем-то, чем обладает мой сосед. And there are other, but there are sometimes when our emotions are useless and they're pointless. Иногда, когда наши эмоции бесполезны, Useless isn't good enough. That's good. иногда эмоции бесполезны. And I would say that the emotions that are useless are the ones that we do not act on. Эмоции, которые бесполезны, это те эмоции, которые мы не отыгрываем. And I'll explain more as we go Я сейчас along. объясню, что имеется в виду дальше, по мере того, как мы будем дальше рассматривать эту тему. For instance, if we have a bad feeling, Например, если у нас есть плохие какие-то неприятные чувства, my belief is that the bad feeling is telling me about something that maybe I should do. мое убеждение заключается в том, что неприятное чувство указывает мне чаще всего на что-то, что я должен сделать. For instance, the pair of emotions called anger and guilt. Например, пара эмоций, которые называются злость и чувство вины. And these two feelings suggest to us that there are things that we should do. И эти два чувства являются индикаторами того, что есть что-то, что мы должны делать. One of them is the guilt Например, чувство вины, that leads us to try to take action to make the guilt go away. которое приводит нас к попыткам осуществлять действия, которые устранят чувство вины. So, for instance, before God and I feel guilty, what is the action I should do to get rid of the guilt? И, к примеру, если перед Богом я испытываю чувство вины, какие действия я должен предпринимать для того, чтобы избавиться от чувства вины? What should I do? Что я должен делать? Покаяться и больше так. Repent Да. and don't do it again. Покаяться и больше так не делать. Right, repent. To repent and say, I'm not going to do it again. Покаяться и сказать, что я больше этого не повторю. On the other hand, anger can sometimes be useful А с другой стороны, злость может быть полезным чувством, because the anger is telling me that there's something that's going on that's not right. потому что злость указывает мне на то, что есть что-то, что происходит, что является неправильным. And the anger may be telling me or suggesting to me that there's an injustice I should confront. И злость указывает мне на то, что есть несправедливость, которую я должен конфронтировать. Or that someone is hurting me or someone is hurting someone else. Или указывает мне на то, что кто-то причиняет мне боль, или причиняет боль кому-либо другому. And that person or that action should be challenged. И этот человек или его действие
Я должен бросить вызов этому человеку или его действиям. Now, is it true that according to the scriptures, a righteous person is never angry? А правда ли, что в соответствии с Библией, в соответствии с Писанием, праведный человек никогда не злится? Нет, если он живой, то он хоть когда-нибудь злится. Если он живой, он когда-нибудь злится. If he's alive, he's at least at times angry. Right. Because he has emotions. Потому что у него есть эмоции. Oh, yeah. Unjust things happen around you. Несправедливые события случаются вокруг нас. Sometimes every day. Иногда ежедневно. Let me give you an example in the Bible. Разрешите мне дать вам пример из Библии. Now, in the chapter 29 of the book of Job, В главе 29 книги Иова, Job says in verse 17, Иов говорит в стихе 27, I broke the fangs. стихе 17, извините. Okay. I broke the fangs of the wicked. Сейчас, можно Broke the teeth. Можно я на русском? Okay, you got it? Сейчас. Good. 29-17. Да, сейчас я открою. 17. I think. Job saw a situation that was wrong. Сокрушал я беззаконному челюсти, и зубов его исторгал похищенное. And he took action to make the situation better. И он предпринял действия для того, чтобы улучшить Will you read? ситуацию. Да, I will do that. Yes. Okay. And so I broke the fangs of the wicked, Я сокрушал я беззаконному челюсти, and I snatched the victims from their teeth. и исторгал из его зубов похищенное. Sometimes we have the idea that righteous people are only mild. У нас иногда есть представление о том, что праведные люди всегда такие спокойные, взвешенные, And tender and compassionate, и нежные, и сострадающие, and that they would never put a mark on a wet sandwich. и они никогда, Make sense? никогда ни на кого не будут давить. But in this case, Job said he was a defender of those who were orphans and had no father. И в данном случае Иов был защитником сирот, у которых не было отцов. He was a guide to widows, Он был проводником для вдов. and he was a champion, a hero for the oppressed. И он был чемпионом и героем для тех, кто был в угнетении. One of the aspects of righteousness is standing up for those who've been persecuted unjustly. Один из аспектов праведности является защита тех, кто находится, тех, кого несправедливо преследуют. And sometimes even forcefully standing up for them. И иногда даже проявление силы в том, чтобы защитить их. Now you can call it anger, Вы можете назвать это злостью. and sometimes I think it takes some emotion in order for us to get ourselves to confront other people. И иногда я думаю, что нам даже нужно проявлять эмоции для того, чтобы в таком процессе конфронтировать других людей. Emotion is the energy we put into our actions. Эмоции — это энергия, которую мы помещаем в наши действия. It's what gives power to what we think is right or necessary. Это дает нам силу делать то, что мы считаем правильным и необходимым. And I don't know if it comes across in Russian or Ukrainian, but there's a word inside the word emotion. Does it make sense? Word inside. Yeah, the emotion. Emotion. В слове emotion, да, эмоция, есть слово motion, да, эмоция. Motion — это движение. It means I'm moving out. Это значит, что я двигаюсь вовне. There's a motion that's coming out of me. Есть движение, которое происходит из меня. So, movement. Движение. По-русски есть такое понятие гнев праведный. Да, на английском тоже. Да, но в русском языке есть понятие гнев праведный, да. There is such a concept in Russian like righteous anger. Right. And in most cultures there is an understanding of righteous anger. В большинстве культур есть понимание того, что такое праведный гнев. Now there are times when guilt is not useful. Есть ситуации, когда чувство вины является неполезным. When we're not willing to take the necessary action to make
that our guilty feelings are telling us to do. Когда мы не готовы предпринять необходимые действия, на которые нам указывают наше чувство вины. And very often our guilt, we will use our guilt as a substitute for acting or moving. И очень часто мы используем чувство вины как заместитель действий и движения вперед. So if someone were to ask us, we would say, "What do you mean I'm not a good person?" Если бы кто-то спросил нас, мы бы могли сказать, что ты имеешь в виду, говоря, что я не хороший человек. At least I have the decency to feel bad. У меня хотя бы есть достоинство, и я чувствую, когда я чувствую себя некомфортно в результате, плохо себя чувствую в результате каких-то событий. If I really felt guilty, what would I do? Если бы я действительно испытывал чувство вины, то что бы я делал на самом деле? Изменил поведение. I would change my behavior. But what if I don't want to change my behavior? Но что если я не хочу менять свое поведение? So let's say I feel bad. К примеру, кто-то говорит, я себя чувствую паршиво, плохо. And I continue to do what I want to do. Но я продолжаю делать то, что я хочу делать. Это мое плохо, я к нему привык. Это мое плохо, я к нему привык. This is my bad feeling, I'm used to it. I like my bad feeling. Мне нравится мое вот это чувство паршивое. I'm a guilt addict. Я зависимый от чувства вины. And I also am using a little bit of deceiving myself. И я также себя обманываю. And maybe deceiving other И, people. возможно, обманываю других людей. Into thinking that, down deep, I'm really a good person. Думая, что в глубине себя, в глубине внутри я на самом деле очень хороший человек. Even though I don't really look like one. Хотя я не выгляжу как такой человек. So, it also helps me protect my deceit, my lie. Это помогает мне защитить мою ложь That I really am a good person. о том, что я на самом деле являюсь хорошим человеком. So guilt can be useless. Чувство вины может быть бесполезным, But anger can be useless too. но чувство злости тоже может быть бесполезным. Especially when we are not willing to take action that works. В особенности, когда мы не стремимся к тому предпринимать действия, которые будут срабатывать. Now, I don't mean to use my anger and my power to hurt weak people. Я не имею в виду здесь использование моей злости и моей силы, когда я причиняю вред слабым людям. But rather to take the action to try to correct what's not right. Скорее я говорю здесь о том, чтобы предпринимать действия в попытках исправить то, что неправильно. Now, I don't know about you, but I certainly waste a lot of time and energy on being angry or guilty. Я не знаю о вас, но я лично трачу очень много энергии, злясь или испытывая чувство вины About things that I'm probably not wanting to take any action on at all. о каких-то вещах, про которые я не готов предпринимать конкретные действия. Well, one of the questions I have to ask myself when I'm either angry or guilty is whether or not I really can do anything about it. Один из вопросов, который я должен задавать себе в случаях, если я злюсь или испытываю чувство вины, действительно, whether I can do anything. Действительно ли я могу сделать что-то по поводу того, чего я злюсь и из-за чего я испытываю чувство вины? And if I cannot do anything, then it really is not my responsibility. И если я ничего не могу сделать, тогда это, конечно, не моя ответственность. Maybe a better thing for me to do is to find out whose responsibility it really is. Возможно, лучшим, что я мог бы сделать, было бы узнать, чья же все-таки это ответственность. And try to influence that person to do what needs to be И done. попробовать повлиять на этого человека таким образом, чтобы он сделал то, что необходимо сделать. And maybe that's where my anger becomes useful. И тогда это ситуация, когда моя злость становится полезной. Is putting the pressure on that person to do the right thing. Когда я давлю на этого человека с целью побудить его сделать то, что является правильным. Now I confess to you that I'm a preacher. И я уже исповедовала вам то, что я являюсь проповедником. And I've probably gotten a bit angry sometimes as I'm preaching at people. И я иногда злюсь на людей, когда я проповедую людям.
Just a little. Да, чуть-чуть. But I suspect that sometimes, even when I'm listening to a sermon, Но я подозреваю, что иногда, когда я сам слушаю проповедь, we kind of enjoy being let's say, yelled at, or being our pastor shouting at us. нам иногда нравится, когда наш пастырь повышает голос, даже кричит на нас. So to hear that we're sinful and we're wicked and we're evil, Слышать, что мы грешники, что у нас злая натура, but we're also a little bit relieved но мы также испытываем облегчение, because we know that after the service, потому что мы знаем, что после служения no one is really going to ask us to do anything about it. никто не будет заставлять нас делать что-либо по поводу того, о чем нам говорили во время проповеди. So maybe we'll go and sign up for the pastor's program that he's trying to push. Может быть, мы пойдем и подпишемся на программу, которую пытается продвинуть пастор. But you see, our sense of being good people is safe. Но наше чувство того, что мы являемся хорошими людьми, это чувство, мы в безопасности в контексте этого чувства. But anger sometimes is also useless А злость иногда является бесполезной, when it doesn't either take, how should I say, you don't either take useful action, а когда нам нужно предпринимать полезные действия, nor do you reason it away. You've got reasons not to be angry. и когда у нас есть причины не злиться. But as you know, anger can be very dangerous Но, как вы знаете, злость является очень опасным, because we can hurt people потому что мы можем причинить людям боль, and you can cause pain. и мы можем вызвать у них чувство боли. And it's easy for us as sinful people to make it okay for us to hurt other people. И нам легко, как грешникам, относиться спокойно к тому, что мы причиняем боль другим людям. But there is still a biblical permission for us to be angry. Но все же в Библии есть случаи описаны, когда нам разрешается злиться. Can you see? No? Can you see? Is this the right one? That me in your anger do not sin? What was your time? Да, можете гневиться и не грешить. Okay. Yes, please. Так отрекитесь же от лжи. Каждый человек должен быть честен с собратом своим, потому что все мы члены одного тела. Можете гневаться, но не грешите. Вы должны избавиться от гнева до захода солнца. Не позволяйте дьяволу победить вас. And the part I want to emphasize is, И я хочу сделать акцент на том, можете гневаться, что да, но не грешите. грешить. So, be angry. It's not a command to be angry. Это не заповедь злиться, не указание злиться. But it's permission. Но это разрешение. Мы можем, нам Бог разрешает злиться. God is not judging us for our feelings. Господь не осуждает нас за наши чувства. It's not a sin to be tempted. Это не грех испытывать искушение. It's a sin to give in to the temptation. Грех, когда мы поддаемся искушению. And to sin with that feeling. И когда мы грешим, имея это чувство. So it's when it says don't give the devil a foothold. А когда здесь говорится, не позволяйте дьяволу победить вас, he's saying don't give the devil an opportunity to drive something between us as fellow believers. Господь говорит нам, чтобы мы не давали дьяволу возможность выстроить между нами какие-то препятствия, как между верующими собратьями, сестрами. And part of what he's teaching us here in this text И то, чему он обучает нас в этом тексте, is to not allow that anger to abide in you. Don't let it stay there. Не давайте возможность гневу укорениться в вас and to separate us, divide us from each other. и разделять нас друг от друга. Well, how can I not let this anger divide us? Каким же образом я могу не давать гневу возможность разделять нас? I'm angry. Я злюсь. I see my brother walk in the door and I feel resentful all right away. Я вижу, что мой брат заходит в дверь, и я уже чувствую прямо сейчас вот во мне закипает что-то. And I'm not having a peaceful
open relationship with God. И у меня нету мирных, открытых отношений с Богом. Someone has hurt me. Кто-то причинил мне боль. So the anger that I feel means that I believe that someone has done something wrong and I should do something about it. И злость, которая есть во мне, связана с тем, что я считаю, что кто-то сделал что-то нехорошее по отношению ко мне, и мне нужно что-то с этим сделать. According to the text, how long do I have to do something about it? И в соответствии с текстом, как долго я имею возможность делать что-то с этим? How long? Как долго? Until the sun. Until the sun goes down. До захода солнца. I got about 7 hours. У меня есть около 7 часов. Or 9 hours. Или 9 часов. All right? So I shouldn't let this anger abide and live in me. Я не должен позволять этому гневу укорениться и поселиться во мне. Now many of us, like me, are afraid. А многие из нас, кто похож на меня, могут злиться. And I'm not sure I really want to do anything. И я не уверен в том, что я на самом деле хочу что-то делать. Then maybe it's not worth it to me to confront my brother. Возможно, мне не стоит конфронтировать моего брата. What shall I do then? Что же мне тогда Stay делать? angry? Что мне оставаться злым, мне злиться, продолжать злиться? Начинать молиться. I should start praying. Начинать Yeah. молиться. And forget it. И забыть об этом. Drop the case. Просто считать, что этого не было. Drop the charges. Снять любые ожидания и как бы не ожидать какой-либо расплаты. Dismiss the case from the court of my judgment. If I make that sense. Закрыть этот случай в моем внутреннем суде и как бы вообще его оттуда удалить. But and this may be difficult and harder than it sounds. И это может быть сложнее, чем кажется. Oh, but you can talk yourself out of being angry. Но вы можете уговорить себя, чтобы не злиться, чтобы не испытывать злость. For example, as the Bible tells us, think of all the times God has forgiven you. И Библия нам говорит, подумайте о всех тех случаях, когда Господь прощал нам. Yeah, that's right. Это правильно. Right? So, and this one requires a little bit of humility that maybe I'm not as important as I thought I was. И это вынуждает нас быть более смиренными, потому что, возможно, я не такой значимый, как я мог думать. Maybe I'm not even right. Может быть, я даже и не прав. Right? But if you're convinced that you're right and you might be able to improve the situation, Но если вы убеждены, что вы правы и что у вас может быть возможность улучшить ситуацию, then I should act and do something. но тогда я должен что-то делать. So the other option, instead of talking myself out of being angry, И другая возможность, которая у меня есть, вместо того, чтобы уговаривать меня не злиться, is to have the courage to take action. это иметь смелость предпринимать действия. And Jesus told us what we should do. Иисус сказал нам о том, что мы должны делать. He said I should go to my brother, Иисус сказал, я должен пойти к моему брату right, and talk to him about it. и поговорить с ним об этом. And as I said before, when we take action, you can do anything you want as long as you're willing to pay the price. И когда мы предпринимаем какие-то действия, мы можем делать все, что угодно до тех пор, пока мы готовы заплатить за это соответствующую цену. And we can use this anger effectively to confront people that we think have wronged us. И мы можем этот гнев использовать эффективно, конфронтируя людей, которые причинили нам какой-то ущерб. So that by 6 or 7 o'clock tonight, Так, чтобы к 6 или 7 вечера сегодня вечером I've done something about it. я уже сделал что-то с целью исправить эту ситуацию. Or, like I said, we can realize that what has happened to me is something that's very common. It happens a lot. Или я могу осознать, что то, что произошло со мной, это очень обычное событие. Такое происходит часто. And then I can forgive the person and say, well, I guess he had a bad day. И я могу простить человека и сказать, ну, наверное, у него был просто плохой день сегодня. You see, it gives us permission to feel angry, Библия нам разрешает испытывать злость, but it does not give us an excuse to cross the line over to sinful behavior.
Но она не оправдывает, не дает нам возможности иметь оправдание, если мы пересекаем линию и начинаем грешить. We've talked before about setting boundaries, I think, with people, right? Раньше мы говорили об установлении границ с людьми. Sometimes the anger is useful for us in setting boundaries with people. Иногда злость полезна для нас в установлении границ в отношениях с людьми. No, our anger tells us that someone has crossed over the line on us, and it probably means I have to confront the person. Злость указывает нам на то, что кто-то пересек с нами позволительную черту, и это указывает нам на то, что мне нужно конфронтировать этого человека. So we say to the person, when you cross the line, I feel angry because I believe that this is my territory and not yours. И я говорю человеку, когда ты пересекаешь межу дозволенного, я чувствую, что ты уже на моей территории. No, you come in, this is my territory and you don't belong here. Я чувствую, что это моя территория, и тебя здесь не должно быть. So please stay on your side of the line. Пожалуйста, находись за чертой, разделяющей наши территории. Does that sound familiar? Это знакомо? No? Okay. So this is one of the reasons we use the I message. Это одна из причин, почему мы используем я-послание. When I get angry, it means that your property is being trespassed on. Когда я злюсь, это означает, что твоя собственность, что You violated your what's the name? National boundary. The frontier is being crossed. Что по сути, когда я испытываю злость, часто это указывает на то, что мои границы кто-то пересек. And you either have to yield the territory, И тогда вам нужно либо защищать территорию, or you have to defend it. или отодвигать границу, или защищать территорию. I know that your country has experienced this recently. Наша страна недавно пережила нечто подобное. And it's a little bit like this between people also. И в отношениях между людьми это тоже так. And most of us have a sense of our person and our identity. I guess I'd say our space. We have a sense of our own space that belongs to us. И у большинства из нас есть чувство собственного пространства, чувство того, что нам принадлежит. And we cannot surrender. И мы не можем сдаваться. And we cannot retreat any farther. И мы не можем отступить дальше. So we become angry and we defend that place. И если мы злимся, мы начинаем защищать свою территорию. And like sometimes that animal that's in the corner, we can become very aggressive to defend our place. И по аналогии с животным, загнанным в угол, мы можем становиться очень агрессивными, защищая свое пространство. Again, another caution. И еще одно предупреждение. Because we know from the scriptures that the anger of people does not work the righteousness of God. Anger of men does not work the righteousness of God. Make sense? Our anger doesn't make God's righteousness happen. Из Писания мы знаем, что наша злость не способствует проявлению Божьей праведности. So if we just give in to our anger and let it go, Если мы просто or let it go against people, Если мы просто будем отыгрывать свой гнев и направлять его просто против других людей, we will probably sin against our brother. мы будем, скорее всего, совершать грех по отношению к нашим братьям. I will find out that my wife did not really steal my keys. Я узнаю, что моя жена на самом деле не украла у меня ключи. And that it was not my neighbor who stole the political sign, the wind blew it over. И не мой сосед украл какой-то политический знак, просто ветер его сдул. And nobody stole my car. И никто не воровал мою машину. I just forgot where I parked it. Я просто забыл, куда я ее припарковал. Right? But there are times when we're very careful. Но есть ситуации, когда мы очень осторожны. And we think a lot about the И situation. мы обдумываем ситуацию. I think about why do I want what I want, И я думаю о том, почему же я хочу то, чего я хочу. and what someone else has done. И то, что кто-то другой сделал, I might talk to my therapist about it, я могу говорить об этом с моим терапевтом. or I might talk to my friend about it. И я могу говорить с моим другом об этом. And I will come to the conviction that yes, this person has taken advantage of me, and they have violated the contract that's between us. И я могу осознать, что этот человек нарушил
соглашение, которое было между нами, и каким-либо образом делает по отношению ко мне то, что он не должен делать. We will find out that after the surveyor comes along, the surveyor that runs the property line on our property. Make sense? Like the fence. The fence. И когда мы видим, что у нас есть забор, который ограждает нашу собственность, наше пространство, that my neighbor has actually built his fence on my property. мы можем обнаружить, что мой сосед поставил свой забор на моей территории. So we have to talk to him to get him to move it. И нам нужно поговорить с ним и заставить его сделать так, чтобы он отодвинул свой забор. So I'm repeating myself, so let's see all this. So this is the dilemma I find myself in sometimes. Это дилемма, в которой я обнаруживаю себя иногда. How do I defend this person without looking like a bad person? Как же я могу защищать этого человека без того, чтобы вести себя как какой-то нехороший, защищать себя, не проявляя себя как нехороший человек? So I have a choice to make. Мне нужно сделать выбор. I may have to choose either being right or feeling good. Я могу выбрать между тем, чтобы быть правым и чувствовать себя комфортно. And my problem is I think I'm both right and good. Но моя проблема может заключаться в том, что я думаю, что я одновременно прав и я одновременно хороший. And I want other people to believe both those things too. И я хочу, чтобы другие люди тоже верили этому. So it gives me conflict when I have to choose one of them. И у меня возникает конфликт, когда я должен выбирать что-то одно. A lot of us would choose to, let's see. Many of us would not choose to confront the other person. We would choose to not confront. Многие из нас выбирают не конфронтировать других людей. And that's your choice. И это ваш выбор. As long as you're willing to say that now you lose the right to be angry anymore. По мере, до тех пор, пока вы готовы признать, что это ваш выбор, у вас больше нету права злиться. You had an opportunity to confront the person. У вас есть возможность конфронтировать человека. But you said, no, I'm not going to do that. Но вы говорите, нет, я не собираюсь этого делать. Пока территории хватает. Только пока хватает территории. But that's only until your territory is enough for you. Right. Or maybe until the sun goes down. Или до заката. And so now you've lost your opportunity. И тогда у нас уже больше нет этой возможности. So forget it. И забудьте об этом. And on the other hand, you could choose to confront the person. С другой стороны, вы можете выбирать конфронтировать человека. But you have to risk a lot of things. One of those things is to have everyone think of you as a bad person. Но вам нужно рисковать, и один из рисков, которые возникают, когда другие могут подумать, что вы плохой человек. Again, my thing that I've learned for myself То, что я узнал о себе, is that you can do anything you want as long as you're willing to pay the price. как я вам уже говорил, вы можете делать все, что вы хотите, до тех пор, пока вы готовы заплатить за это соответствующую цену. Sometimes I'm willing to pay the price, Иногда я готов заплатить цену, sometimes I'm not. иногда я не готов. But I have to be at peace either way. Но мне нужно испытывать мир в любом случае. And this is Сторона медали плохой. Это когда другие будут думать, что ты слабый, и они могут позволять себе так делать. Есть другая сторона медали, когда другие будут думать, что ты слабый, и будут позволять по отношению к тебе слабый. Да? So there is another side of the medal when others will think that you are weak, and they will allow to do this against you. That's right. Абсолютно верно. Now, So, как с этим быть? So what do we do with it? well, that's another decision we have to make, isn't Это it? еще одно решение, которое нам нужно предпринимать. Do I want people to think I'm good and weak, Хочу ли я, чтобы люди думали, что я хороший и слабый? or do I want people to think I'm strong and bad? Или я хочу, чтобы люди думали, что я сильный и плохой? Простите, а есть еще варианты? Есть ли еще варианты? Are there any other options? Есть ли Sometimes. опция хороший и сильный? Как с этим, как сделать? Как сделать это? How do you make them feel good? One way is to help to shape public opinion.
Одна из стратегий это формировать публичное мнение, мнение общественности. And to teach people, look, I'm good because I'm strong. И учить людей тому, что смотрите, я хороший и сильный. But I don't want to, I think we need to be careful about being honest also. Но вам нужно также быть осторожными чтобы быть честными. Much of what we're talking about suggests that we are deceiving ourselves and maybe even deceiving other people. И мы много говорили о том, что мы можем обманывать себя и даже, возможно, других людей. I guess I want to be honest about the fact that many times I'm not a very good person. Я хочу быть откровенен с вами, говоря с вами о том, что часто я не очень хороший человек. And maybe it's okay for people to know that I'm not that good. И, возможно, для людей даже важно знать, что я не всегда такой хороший. And other times I'm not a very strong person. В других случаях я не очень сильный человек. And maybe it's okay for people to not just respect that I'm a strong person. И, возможно, людям тоже важно не просто ценить, что я сильный человек. Now, this leads to something else that comes up when we talk about this. И это приводит нас к следующему, когда мы говорим о том, о чем мы говорили. So when someone comes to me and asks me to do something, Когда кто-то приходит ко мне и просит меня сделать что-то, and I say, "Oh, I can't." я говорю, нет, я не могу. Of course, what means that when I say I can't, Когда я говорю, я не могу, it's really the fact that there are certain things that go with doing what you want me to do that I really don't want to do. Когда я говорю, я не могу, это часто связано с тем, что то, о чем ты меня просишь, связано с осуществлением определенных действий, которые я не хочу осуществлять. So, does anyone work with abused wives? Работает ли кто-нибудь с женами, которые пережили насилие? Right? Anyone? Abused wives, abused spouses. Жены, мужья, которые были жертвами насилия. They may say, I can't leave this abusive relationship. Они могут говорить, я не могу оставить эти отношения, в которых по отношению ко мне совершается насилие. And they don't believe that they have any ability outside of this relationship. И они не верят, что у них есть какие-либо возможности вообще выйти из этих отношений и быть вне этих отношений. And maybe they don't believe that God can help them either. И, возможно, они даже не верят, что Бог им может помочь. So that's why I can't do that, what you're asking И me. поэтому я не могу сделать то, о чем вы меня просите. Isn't it better for us to say, instead of saying I cannot, that I will not? Разве не лучше нам вместо того, чтобы сказать, что я не могу, сказать, что я просто не буду? You see, there's a slight difference, Есть небольшая разница, but it's a significant но difference. это существенная разница. It's not that I can't and I have a chain on my leg, a chain on my body. Это не потому, что я не могу вследствие того, что у меня ноги скованы цепями. No, it's that there are a bunch of consequences that I don't want to pay. Есть множество последствий, с которыми я не готов сталкиваться. And if you can help a client to switch from saying I cannot to I will not, Если вы можете помочь клиенту переключиться из позиции, когда он говорит «я не могу», в позицию, когда он говорит «я не буду», you'll be helping that client to take a sense of personal power and personal responsibility. вы поможете этому клиенту сформировать большее чувство собственной силы и собственной ответственности, личной ответственности. You might be able to say to the person, well, I could do what you want me to do, Вы можете сказать человеку: «О, я мог сделать то, что вы хотели, чтобы я сделал». but I'm telling you I'm not going to do it Но я хочу сказать вам, я не собираюсь это сделать, because I don't want to lie to you потому что я не хочу лгать вам. and I don't want to lie to myself. Я не хочу лгать себе. But I'm still going to refuse to do what you want me to do. Но я все равно могу отказаться делать то, что вы хотите, чтобы я сделал. Often takes a lot of courage for us to say that. И часто это требует от нас очень большой смелости. And if your client is beginning to say those things, И если ваш клиент начинает говорить что-то подобное, I think we should applaud them мы должны аплодировать клиенту. because it's a very courageous thing for them to do. Потому что это очень смело со стороны клиента делать что-то подобное. So let's see. So any questions? I'm going to be moving on to a little different topic. Есть ли у вас еще вопросы? Я сейчас буду переходить к окей. другой теме. Good. A little entertainment. Маленькое развлечение. It's important for us to understand what people's goals are when they Очень act. важно для нас понимать, какие цели преследуют люди, когда они ведут себя тем или иным образом. Let's see. That's not it. No, that's not it. This is it right here. We'll get to the quiz later. All right.
let's see. Think, Давайте посмотрим. try to find out what the purpose of the behavior is. Попробуйте понять, какая цель поведения. Большой артист. Двери какие-то, они родители. Okay, enough. Достаточно. No more little girls here. Can't do little girls. Stop it. Stop. Okay. All right. Oh wait, sorry. I have to turn this off. Okay? Сейчас нужно это выключить. No, why are we laughing? That's something I don't understand. It's candidates to be president. He's actually an actor. He's an actor. Предвыборная агитация. Well, when I saw the tantrum, Когда я увидела эту истерику, I'm thinking about some of our protesters. я подумала о некоторых из наших протестующих. Is the camera on? Камера включена. Okay, begin the protest. Вот, и я начинаю протестовать. So, all right. One of the things that we found out when the mother learns, when she's frustrated with her child throwing a tantrum on the floor, Один из что мы узнали, когда мы видим маму, которая смотрит на своего ребенка, который закатывает истерику на полу, and they do it in the store, right? и ребенок делает это часто в магазине, Is that when she leaves когда мама уходит, and she goes around the corner, она заходит за угол, in a few seconds the child will stop crying, через несколько секунд ребенок перестает плакать, and they get up and follow the parent. и он встает и идет за родителем. You see, that's because we're pushing people to do things, Потому что мы стремимся заставить людей делать что-то, and we get frustrated и мы расстраиваемся, when we don't back off, and we can actually pull them into doing something. а когда мы не We pull them when we back away когда мы отступаем назад, from the child doing the tantrum. например, в случае с ребенком, который закатывает истерику, We will discover that the child wants to be with us. мы обнаружим, что ребенок хочет быть с нами. Yeah? So, and we can use that Мы можем это использовать rather than forcing them to comply. вместо того, чтобы принуждать его подчиниться. They may actually comply with me because they want to, Он может согласиться со мной, потому что он хочет, but I didn't know that. но я этого не знала. Right? So, what is the goal of the child in our video? Какая цель ребенка в нашем видео? Добиться чего-то, to get something. To get something. What do you think? Как вы думаете, чего он хочет? Конфетами, candy or ice cream? Maybe candy or ice cream? Да, есть Ну желание, чего-то он которое хочет. Well, what, Какое-то желание, которое не удовлетворяется. Some desire that is not satisfied. right? What happens when the camera is off and we can't see the child? А что происходит, когда камера выключена и мы не видим ребенка? Does it get worse? Становится хуже или становится лучше? Лучше. Лучше. Right. So, but when the camera is on the child, Но когда камера направлена на ребенка,
What do you think is the purpose then? Какая цель тогда у ребенка? We'll talk about it. Мы поговорим об этом. I want to talk about the 4 goals of misbehavior. Я хочу поговорить о 4 целях, 4 ложных целях поведения. And this was taught to us by a colleague of Alfred Adler. И это то, что мы узнали от коллеги Альфреда Адлера. And his name is Rudolf Dreikurs. Его имя Рудольф Дрейкурс. There are some books written in translated into Russian Есть книги, переведенные на русский, by Rudolf Dreikurs also. которые написаны также Рудольфом Дрейкурсом. Some of the books are written by Alfred Adler in Russian, Некоторые есть книги, которые написал Альфред Адлер, и они тоже переведены на русский. and some are by Rudolf Dreikurs. Некоторые книги Рудольфа Дрейкурса переведены. And Dreikurs talked about these 4 goals of И misbehavior. Дрейкурс говорил о 4 ложных целях поведения. That is, why is it that the child does not behave the way we want them to? Которые описывают то, почему ребенок ведет себя не так, как мы хотим. So here they are. И вот эти цели. I'm sorry that they're in English, Извините, что они на английском, but I will try to explain them to you но я сейчас постараюсь разъяснить вам. and so you're going to understand what the purposes are Для того, чтобы вы могли понимать, какие цели лежат в основе этого поведения. and how this chart works. И как эта схема работает. We start on the bottom left Мы начинаем с того, что в нижнем левом углу, and we work our way up. и прорабатываем наш путь вверх. And you can see on the top left is the word called discouragement. И вы видите, что наверху, в левом верхнем углу, есть слово, которое называется discouragement, разочарование. This is a person who lacks courage. Это человек, которому не хватает уверенности, And не хватает смелости. right, they don't have power, У этого человека ощущение, что у него нету сил, but they're trying to get it. но он пытается ее обрести. And there are 4 forms of it on the Есть 4 left also. формы, Right, the goal. цели. Okay, we have the from left to right on top. Слева, если рассматривать слева направо, идти снизу вверх, We have the goal, есть цель. the behavior, Слева направо, извините. Цель, вторая колонка – это поведение. how you feel when you're the parent, Третья колонка – как вы себя чувствуете как родитель. and what perhaps a parent can do. И четвертая колонка – что родитель может сделать. Maybe, Может быть. maybe. So if we start with the first, I think that the main goal of the child in the video И я думаю, что основная цель ребенка на видео is number 1, – addition, это цель номер 1. attention. Цель attention, цель Attention. внимания, получить внимание. Первая ложная цель. What does the внимание. child do? Что делает ребенок? Does the child? Sorry. Что-то сказали? Он плачет. Плачет. He's crying. And It's tantrum. is crying pleasant or unpleasant for the parent? Плач приятен или неприятен для родителя? Неприятен. No, for us it was very entertaining, Для нас это было, нас это развлекло. but we're not the parent. Но мы не являемся родителями этого ребенка. And I think for this parent it was entertaining also. И я думаю, что для этого родителя это тоже было своего рода развлечение. Да? But we know that the child doesn't cry to entertain the parent. Но мы знаем, что ребенок плачет не с целью развлечь родителя. So the child it's not working, but the child is trying У ребенка не получается, но он пытается. something, which is to get the parent's attention. Он пытается получить внимание родителей. Right? Pay attention to me. Обратите на меня внимание. And this is at a very low level. This is often the very first reason why we people misbehave. И на нижнем уровне это одна из основных причин, почему вообще люди ведут себя недолжным образом. The only time when we don't want to be noticed Единственная ситуация, когда мы не хотим, чтобы на нас обращали внимание, is when we're doing something wrong. когда мы делаем что-то не так. The rest of the time we want people to notice us. Во всех остальных случаях мы хотим, чтобы нас люди другие замечали. It's good for us to know that other people know we are here. Нам важно знать, что другие люди знают, что мы тут.
We want to belong to society. Мы хотим принадлежать к обществу. We want to have a place, we want to have a chair in the room. Мы хотим иметь свое место в комнате, свой стул. We don't necessarily have to be up front giving the lecture На- and ruling the group. Нам не обязательно быть впереди и вести лекцию, управлять процессами в группе, But we want to have a place in the room. но мы хотим иметь место в этой комнате. We want to know that we belong here. Мы хотим знать, что мы сюда принадлежим, мы сюда относимся. And so a child wants to know they belong in the family. Ребенок хочет знать, что у него есть место в его семье. And when we don't think we belong in the family, И когда у нас возникает ощущение того, что мы не являемся частью семьи, we'll do something to test whether do I really belong here. мы начинаем делать что-то с целью проверить, действительно ли я являюсь частью этой семьи. Do you really love me? Действительно ли ты меня любишь? Or I'm not so sure that you love me. Я не очень уверен в том, что ты любишь меня. Also, let me just say, I hope to be able to provide these notes to you in English. Я надеюсь, что я смогу вам передать часть этих записей на английском. So I won't be able to translate them, Я не смогу их перевести, but each day I'll try to set the notes aside so that they can be given to you. но я постараюсь подготовить их к тому, чтобы передать их вам. And if you read some of Dreiker's books, let's see here. Если вы прочитаете некоторые из книг Рудольфа Дрейкурса, вот его This is имя, from Children, the Challenge. книга, которая называется «Дети, бросающие вызов». Okay, so anyway, back to our little chart. Children, the Challenge by Rudolf Dreikurs. «Дети, бросающие вызов» Рудольфа Дрейкурса. All right. How do you spell his name? Dreikurs. Thank you. Rudolf. And I cannot spell it по-русски. Ну, Дрейкурс, Дрейкурс, да, понятно. Есть, да. Ну, говорит Алан, что есть. I'm sorry? Yes, go ahead. И есть на русском еще книги Кэтрин Кволс, это последователь Дрейкурса. Книжка называется «Радость воспитания» или «Воспитание без наказания». Она переведена на русский. Кэтрин Кволс, она есть в интернете, в электронном виде. Если вдруг нет у кого-то, я могу прислать. Ну, если не найдете, у меня есть она в электронном виде. Кэтрин Кволс. «Радость воспитания» или «Воспитание без наказания». Она основана как раз на описании этих 4 ложных целей поведения. И там очень много примеров того, что родители могут делать. То есть, Alfred Adler and Rudolf Dreikurs understood that a person acts with a purpose in mind. Альфред Адлер и Рудольф Дрейкурс понимали, что человек, осуществляя те или иные действия, имеет определенные цели. And that's why they talked about a person having a goal. И вот почему они говорили, что у человека есть цель. And that when we understand what their goal is, И таким образом мы понимаем, какая цель у человека. we can understand their behavior. Если мы понимаем его цель, то мы можем лучше понять его поведение. When we understand what the baby's goal is to get attention, Если мы знаем, что цель ребенка получить внимание, all of this tantrum begins to make sense to us. все эти истерики становятся для нас понятными. And because the baby lives in a social world И поскольку ребенок живет в социальном мире, and affects the feelings of other people, он влияет на чувства других людей, like the mother, for instance, к примеру, мама. the way that the mother feels can be a hint as to what the goal is of the child. Чувства мамы являются показателем того, какая цель у ребенка. So when my baby cries and I feel irritated, Когда мой ребенок плачет, и я чувствую раздражение, it's a hint to me that the baby wants my attention. это указатель для меня того, что ребенок хочет моего внимания. So what should I do about the baby's cry for attention? И что же я должен делать, если ребенок плачет с целью получить мое внимание?
What do you think I should do? Как вы думаете, что я должен делать? To provide my attention to the baby. Maybe. Возможно. Should I ignore the baby? Нужно ли игнорировать ребенка? In this case, they're making a video of the baby В этом случае здесь видео снимали. to entertain Там, как themselves ребенок, and to entertain us. для того, чтобы развлечь себя и развлечь нас. But as you see, they both pay attention to the baby and they ignore the baby, right? Но вы видите, что здесь одновременно и пока внимание ребенку проявляется, и при этом его игнорируют. So we have a choice. И у нас есть выбор. But I would say if we want to help people and help our clients and other people, Но если мы хотим помочь людям, помочь нашим клиентам и другим, and we come to understand what their goal is, и мы приходим к пониманию, какая цель у этого человека, and perhaps we might tell this baby that you're not reaching your goal here. вы можете сказать этому ребенку, ты не достигаешь своей цели своей истерикой. Why don't you get up Почему бы тебе не встать, and come over to mother не подойти ко мне and say, Mother, would you play with me? и не сказать, мама, поиграй со мной, пожалуйста. Instead of lying on the floor Вместо того, чтобы лежать на полу, like a very small baby как очень крошечный малыш, and crying. и плакать. А он еще разговаривать не умеет. А может быть, он еще не умеет разговаривать. Maybe he cannot talk. Maybe not. Maybe not. Very small. Маленький. Right. So, so we can help our clients to reach their goal Мы можем помогать нашим клиентам достигать их целей in a way that works better for the baby and for everyone else. таким образом, чтобы это было наиболее эффективно как и для самого ребенка и для нас, да, в случае с ребенком, с маленьким, с младенцем. But let's say that the baby doesn't get the attention that they want. А давайте представим, что ребенок не получает внимания, которое он хочет получить. And what do people do when they try something and it doesn't work to get what they want? Что люди делают, когда они пытаются что-то получить, но не получают этого? They start to become angry. They start to become Они angry. гневаются. Yes. So now we're moving towards our next goal. И тогда мы переходим к нашей следующей цели. And sometimes a parent doesn't understand what their goal really is at this point. И ребенок в этом, взрослый на этом этапе может не понимать, какая на самом деле цель у ребенка. They find themselves arguing with the child. Родители обнаруживают, что они начинают с ребенком спорить. And the child is now becoming a rebel. И сейчас на этом этапе ребенок становится бунтовщиком. They won't pick up their toys. Ребенок не будет поднимать свои игрушки. They will not eat their breakfast. Он не будет кушать свой завтрак. They tear their clothes off and throw them around. Он срывает с себя одежду, разбрасывает ее вокруг. And now what the parent has is they're struggling with the will of the child. И на этом этапе родитель начинает бороться с волей ребенка. What do you think the child wants now? Как вы думаете, чего хочет ребенок на этом этапе? Power, control. Власти хочет, власти, контроля. And that's why the parent feels out of control. И тогда на этом этапе родитель чувствует себя так, как будто он теряет контроль. Because now the child wants to control too. Потому что ребенок на этом этапе хочет контролировать. And they can't both have control at the same time. Но они не могут оба одновременно контролировать So ситуацию. what would we do for a child that wants power and control? И что же мы можем сделать с ребенком, который хочет больше власти и контроля? Crush them. Размазать его, да? Задавить. Задавить, да, to oppress him. Oppress them. Right? Right? That's Да? probably not the best way to raise children, Правильно, конечно, это не лучший способ воспитывать детей. right? А что делать? Что делать? What can we do? Well, the child wants power, right? Ребенок хочет власти, да? What's wrong with giving them power? А что не так? Почему мы не можем дать ему какую-то власть? Some Небольшую power. власть, некоторую власть. Some power. Некоторую. Договориться как-то с ним. Maybe to find some compromise. Договориться Right. чуть-чуть. Right, some compromise. I give you some power. Я дам тебе чуть-чуть власть, небольшую власть. Мгм. Look, Yegor. Мгм. Look, little Yegor. He's going to go to school. Посмотри, маленький Егор, ты вот скоро пойдешь в школу. Instead of fighting with Yegor about wearing a shirt, Вместо того, чтобы бороться с Егором о том, что он должен надеть рубашку, say, Yegor, would you like to wear the red shirt
or the blue shirt? Спросите у Егора: Егор, ты сегодня хочешь одеть красную футболку, рубашку или синюю? And little Yegor will forget that he's fighting with you about wearing a shirt at all. И маленький Егор вообще может забыть о том, что он с вами боролся за рубашку. Say, I will wear the red shirt today. И сказать: я сегодня одену красную рубашку. Зеленую футболку хочу. Что если он скажет: я хочу зеленую футболку? What if he says: I would like to wear a green t-shirt, but he's about only to wear a short? No, let's decide today about the red shirt and the blue shirt. Давай Maybe the сегодня green решим все-таки про красную или синюю рубашку. Очень простой ответ. Простой пример, like a very simple example. Yeah. Работает. Yeah, but we can, we are the adults, Но мы взрослые, and we are smarter than they are. и мы умнее, чем дети. And so but they are very creative too. Но они тоже очень творческие. And our tendency is not to try to crush their creativity either. И наша цель сейчас заключается не в том, чтобы разрушить их творческий потенциал. Because they may create a solution to a problem Возможно, они сами предложат решение проблемы, that we never thought of. о котором мы вообще даже не подозревали. Вообще не пойду в детский сад. Вообще не пойду в детский сад. I will not go to the kindergarten at all. Okay, well, that's different. Это другой случай. But maybe we say, I'll tell you an example from my own life. Я сейчас приведу вам пример из моей жизни. I grew up going to church every Sunday. Я вырос в семье, где мы ходили в церковь каждое воскресенье. By the time I got to be about 13, К возрасту, когда мне было 13 лет, I was wondering what it was like to not have to go to church that morning. мне было интересно, что же будет, если я не пойду в церковь в воскресенье утром. So I told my parents, I don't feel like going to church today. И я сказала моим родителям: я сегодня не настроен идти в церковь. And they said, okay. И они сказали: хорошо. And they went off to church without me. И они пошли в церковь без меня. I never missed church again. Я больше никогда не пропускала церковь. So in that case, it's not that they knew that I wanted to go to church, but I really did deep down want to go to church. I realized I was missing something. Но и я в глубине себя на самом деле хотел ходить в церковь. Я осознал, что я что-то потерял, когда я не пошел с ними. And perhaps little Yegor will decide to go to school if he doesn't get to be with his friends for a day. Маленький Егор может решить, что все-таки он пойдет в школу, если он потеряет возможность быть со своими друзьями в течение дня. Dreikers called this taking the sail out of their wind. Дрейкерс назвал это Taking the sail out of their wind, not the wind out of their sails. It's just the opposite. Taking the instead of yeah, does that make sense? Can you do it? Can you do It's further? taking this. Okay. In other words, we're taking away what he's pushing against. И тогда мы, как бы, если ребенок давит на нас, мы отодвигаемся немножко дальше. He can only fight you if you agree to fight. Ребенок может бороться с нами только если мы согласны бороться. If you're not going to fight him, there's no one for him to fight. Если мы не собираемся бороться, тогда ребенку не с кем бороться. So maybe he'll refuse to go. И, возможно, он откажется пойти. But what we're really talking about is small powers, not large powers. Но то, о чем мы говорим, заключается в том, что маленькая власть — это не большая власть. Most children are not going to demand complete control of the whole family. Большинство детей не будут требовать полного, полнейшего контроля над всей семьей. They might think they want full control. Они могут думать, что они хотели бы иметь полный контроль над всем. But when it gets put in their hand that they have to fix dinner and everything else, maybe they'll realize that they need some help. Но когда этот контроль передать им в их руки, и они осознают, что им нужно и готовить обед, и делать все остальное, они могут осознать, что, возможно, они предпочтут заниматься чем-то другим. Okay, for now. All right, so let me just say, we give small choices to the child to give them a sense of power. И мы даем ребенку возможность выбирать в малом, для того, чтобы передать ему чувство того, что у него есть власть. And often they'll be satisfied with that. И часто ребенка удовлетворит уже даже такая небольшая власть. But what if their bid for power is frustrated?
Но что, если даже его стремление в обретении власти, если даже в этом он уже был фрустрирован? They don't get attention, Ребенок не получил внимания, and they are discouraged. и он разочарован, They become even more discouraged when they don't get any power. и он становится еще больше разочарован, если он не получает власть. Now what can they do? Что он еще может сделать? Now Агрессия какая-то. Что он может делать? Он начинает проявлять агрессию и мстить. So he starts display his anger and revenge. Right? That's what it says. We take revenge. We hurt people around us. И тут говорится, что на следующем этапе ребенок пытается мстить, он пытается причинять боль людям, которые находятся рядом с ним. And how does the parent feel when the child's goal is to hurt them? И что же чувствует родитель, когда целью ребенка является причинить ему боль? Написано боль. Pain. 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 It hurts. Родителю больно. Huh? It hurts. It is painful because that's Это their больно, goal. поскольку это цель. Often the child gets old enough to know what hurts you. Часто ребенок уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что именно причинит тебе боль. And they push the button that hurts us И он начинает давить на эти кнопки, которые причиняют нам боль. because they've been frustrated about getting attention, Потому что ребенок был разочарован, он не получил внимания. and they don't have much control over anything in У the него family. нет контроля над тем, что происходит в семье. All they can do now is hurt. И все, что он может делать на данном этапе, это причинять боль. What can a parent do about this? И что же родитель может сделать об этом? Well, it's not cute now, is it? Сейчас уже не приносит удовольствия. то, This что is not just происходит. like a tantrum of a little baby rolling on the Это floor. уже не будет чем-то таким милым, как истерика ребенка, катающегося по полу. It's not even a struggle for the control of the family. Это уже даже не борьба за контроль в семье. No, it's painful. Сейчас это уже больно. Well, I think it's getting more difficult for us to think about what you should do. И на этом этапе становится еще сложнее определить, что именно мы можем делать. But I think it's reasonable for us to admit that it hurts. И тогда целесообразно на этом этапе признавать, что нам больно. Like the children says, I hate you. What do you think of that? Когда ребенок говорит, я ненавижу тебя, что вы можете подумать об этом? I think it makes sense for us to admit that it's painful. It makes me sad when you say that you hate me. И разумно, с моей точки зрения, признать, что это больно, признать, что мне больно, когда ты говоришь, что ты ненавидишь меня. So, but again, I don't want to say that this is the only answer when Я не we're хочу сказать, что это единственный ответ, единственный правильный ответ на такую ситуацию. at this point. Well, let's just say the revenge doesn't get them what they want either. И давайте предположим, что их попытки отомстить родителям не приводят ни к чему все равно. And they're even more frustrated. И они чувствуют еще больше разочарования. And so are the parents. The parents are И more родители frustrated тоже too. чувствуют больше разочарования. And how does the parent feel at this point when this child is exhausted everything that they could try to do? И как же чувствует себя родитель, когда ребенок уже продемонстрировал ему все, что он мог бы сделать? How does a parent feel? Что же чувствует родитель? Боль, разочарование, pain, frustration, Pain, frustration, discouragement. And when you get discouraged enough, И когда вы достаточно разочарованы, сильно разочарованы, you feel like giving up. и вы готовы уже сдаться, What can we do? что Nothing. же мы можем сделать? Ничего не можем сделать. Because that's largely what the child is doing. The child is giving up too. Потому что это очень сильно отображает то, что происходит с ребенком. Ребенок тоже сдается. What can we do? Что же мы можем сделать на этом этапе? Often by this time there's not very a lot we can do, Часто на этом этапе уже не очень много того, что мы все еще можем сделать. except that we don't give up on the child. Кроме того, что мы не должны сдаваться по отношению к ребенку. We continue to persistently love the person and believe in their abilities. Мы должны передавать ребенку возможность почувствовать, что мы его любим и что мы верим в то, что он может.
Isn't this what happens sometimes with our clients too? Не правда ли это напоминает то, что часто происходит с нашими клиентами? They're very discouraged. Они очень разочарованы. They feel very helpless and hopeless. Они чувствуют себя очень беспомощными и чувствуют безнадежность. And maybe we can't fix their life. И мы не можем исправить их жизнь. And maybe the problems in their lives are so many and so difficult that we can't overcome them either. И, возможно, проблем в жизни клиента так много, и они такие разнообразные, что мы тоже не можем с ними справиться. But we still have hope, yes? Но у нас все еще есть надежда. We can still have hope. Мы все равно можем иметь надежду. So that's about, any other questions about this? Есть ли еще вопросы на эту тему? А можно мне сказать, вот четвертое, как оно называется в первой И колонке? третий, если можно, То есть перевод. Название четвертого и третьего в перевод в первой колонке. The one translation for the third and fourth, how it is translated. Okay, translate. Yeah. Display of inadequacy. And third and fourth. Third and fourth, revenge. Третья называется месть, третья цель месть. And И указатель, поведенческий указатель, что поведение ребенка направлено на то, чтобы причинить вам боль. В третьем пункте месть. Там. How you feel? Should I translate it or not? this one right here? Да. Pain. Значит, третье. Как ребенок себя чувствует? Извините. Как родитель себя чувствует, когда ребенок стремится отомстить? Родитель чувствует боль. Третий уровень, да. And what you can do would be И to что? admit that it hurts. И то, что родитель может сделать, это признать, что ему больно. Четвертая колонка, третья строка. Признать, что больно. No, А fourth one? первая колонка, четвертая, дисплей. Да, вот сейчас Алан скажет. Сейчас. Do that one? Да. Okay. Display of inadequacy. Четвертый уровень. Проявление неадекватности. In other words, they're trying to convince us that they are hopeless. А ребенок стремится убедить нас, что у него уже нету надежды. There is such a Russian term which is like avoidant behavior. For this Catherine Qualls is translated in her terms. It's translated like child avoids, and his goal is to avoid. Yeah, that's good. Четвертое, это тоже еще один из переводов. Ну, есть еще один термин. Четвертая цель это избегание. То есть тут display of inadequacy, то, что здесь написано, это демонстрация неадекватности, но Catherine Qualls это еще называется избегающее поведение. And then the behavior there is that they give up or they just won't do anything. И поведение, которое демонстрирует ребенок, заключается в том, что он сдается, он ничего вообще не хочет делать. And the parent will be very frustrated too. И родитель, что чувствует родитель? Он чувствует разочарование. And they may say, I've tried everything, I can't think of anything else to do. И родитель может сказать, я уже перепробовал все, я больше не могу ничего придумать. Может начать сначала. Don't give up. Но то, что родитель должен делать, он должен не сдаваться. Okay. Не сдаваться, быть сильным, да? Родитель должен не сдаваться и быть сильным. So should the parent just don't give up and just be strong? They're asking what is written here. That's what I mean, yeah. Да, он имеет в виду не сдаваться, быть сильным. Encourage what you can написано означает ободряйте то, что вы можете Or ободрять. for instance, when they see the child do something positive, to recognize it. Или, к примеру, если родитель видит, что ребенок делает что-то успешно, что-то конструктивное делает, очень важно это признавать. You know, if the child cleans their room, you don't necessarily have a party. Если у вас ребенок убрал комнату, вам не обязательно проводить сразу вечеринку на эту тему. But you might say something like, "I'm glad you cleaned up your room." Но вы можете сказать что-то такое. Я очень рад, что ты убрал в комнате. So small progress and a small reward. Маленький прогресс влечет за собой маленькое вознаграждение. Okay. Это работает даже со взрослыми детьми, живущими в семье. Это работает даже со взрослыми детьми, живущими в семье. So would it work with adult children who still live in their Yes. parents' families? Sure. Because Если 20 или 25. Даже если 20 или 25, even 20 or 25 years old. might even work with babushka. Может даже сработать с бабушкой. Because we're people. Потому что все мы люди.
Some people are little people, other people are large people. Некоторые люди маленькие люди, некоторые большие. But this is how God created us. Но это то, какими создал нас Господь. And we also show similar patterns. И у нас есть подобные паттерны. I like attention. Мне нравится внимание. You're all watching me Вы today. все на меня смотрите сегодня. So I don't have to cry and I don't have to roll on the floor. Мне не нужно плакать, мне нужно кататься по полу. Do I? Разве мне нужно это делать? Maybe in the next session. Может быть, на следующей сессии. So come back in 15 minutes. Возвращайтесь через 15 минут, может быть, вы это увидите. Okay? Take a break. Перерыв.